Если же у вас созданы все условия для хорошего сна, а вы все равно ночью просыпаетесь, а днем чувствуете сонливость, это может быть причиной нарушения дыхания во сне. Каждый пятый старше 30 лет, согласно данным статистики, храпит во сне. Такая ночная серенада мешает спать не только близким храпунам. По словам медиков, она представляет угрозу и для него самого. От чего возникает храп и как избежать его, смотрите далее в программе. Знакомые звуки для многих. Их не унять банальным расталкиванием и переворачиванием с бока на бок. Не помогут и настойчивые просьбы заглушить акустический феномен. Так его еще называют врачи. Для начала нужно разобраться, почему возникает храп. На поверхности причины физиологические. Отклонения вроде искривления носовой перегородки, хронических насморков и увеличенных аденоидов. Если хирургическим путем проблему не решить, значит, стоит обратить внимание на вес. Жировые клетки откладываются не только на животиках, но и мягком небе тоже. Чаще всего страдают люди, конечно, с избытком массы тела, потому что толстая, короткая шея приводит к чему? Что вот этот весь массив, вся масса подкожировой клетчатки, которая в области шеи скопилась, да, сдавливает верхние дыхательные пути и тем самым препятствует нормальному прохождению воздуха. В течение ночи, особенно в медленную фазу сна, и там глубокие стадии 3-4, что происходит? Снижение тонуса мускулатуры. И если в бодрствовании у человека мышцы ему позволяют нормально дышать, то здесь тонус мышц снижается. И это приводит к тому, что воздух не может проходить. Сам по себе храп не опасен, но он запускает механизмы, которые приводят помимо хронической усталости еще и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Виной всему остановка дыхания. На медицинской терминологии она звучит как синдром обструктивного апноэ. Прислушайтесь, если громкий всхрап резко обрывается тишиной, в этот момент происходит задержка дыхания. Организм испытывает дефицит кислорода, а значит, учащаются сердечные сокращения. По утрам храпуны часто имеют повышенное давление. Его путают с гипертонией, пытаются нормализовать давление вместо того, чтобы лечить храп. Очень часто остановки дыхания во сне. Это приводит к тому, что нарушаются различные процессы в организме. И уже доказано учеными, что повышается риск инфаркта миокарда, инсульта во сне и внезапной смерти во сне. Лишний вес приводит к задержке дыхания, а значит, нарушается здоровый сон и его течение. Во время фазы глубокого сна вырабатываются специальные гормоны, которые расщепляют жиры. Нарушение стадии сна приводит к сбоям механизмов утилизации жировых клеток. Он не запускается, а значит, человек набирает новые килограммы. Профилактика храпа элементарна. Нужно следить за весом и вести активный образ жизни, а лечит его ночью, нормализуя дыхание и под наблюдением специалистов-сомнологов.